Blue Yonder создала экосистему разработчиков приложений, и Open пришел к планированию цепочек поставок из мира Visibility. KaiNexus удвоила размер своих услуг. Logility модернизировала свои потенциалы SCP. Возможности OMP являются одними из самых широких. Санджив Ситху и Кен Шарма обнаружили незанятую нишу на рынке информационных систем. Здравствуйте! Сегодня вы узнаете, какие на данный момент есть лидеры среди решений по планированию цепочек поставок и стоят ли они того. Недавно Gartner выпустил магический квадрант 2021 года для решений по планированию цепочек поставок. Я предлагаю кратко пробежаться по наиболее интересным факторам о 5 лидерах из отчета. Но прежде ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Напишите, стоит ли мне продолжать, и видео на какие еще темы вы хотели бы посмотреть. В прошлом для решений по планированию цепочек поставок у Gartner сначала был один квадрант, потом два, сейчас опять один. То есть в последние годы ежегодно публиковались два магических квадранта, но с 2021 года Gartner объединила два магических квадранта в один. Прежние версии назывались Supply Chain Planning System of Record и Sales and Operations Planning System of Differentiation. Но теперь существует только один магический квадрант Gartner для решений по планированию цепочек поставок. И что интересно, теперь в целом стало меньше вендоров и меньше лидеров по сравнению с предыдущими отчетами. Да и в принципе разрешено всего 20 лидеров, и основное внимание уделяется сквозному планированию цепочек поставок. Также напомню, что Gartner дополняет стандартные критерии способностью исполнять и полнотой видения для планирования цепочек поставок несколькими выбранными соответствующими подкритериями, которые вы сейчас видите на экране. И, кстати, напишите в комментариях, какие системы планирования используются в вашей компании, либо же у вас еще Excel. Нравятся вам эти самые решения или нет, и знакомы ли вы с вендорами и системами, о которых пойдет речь далее. Итак, начнем. Blue Yonder, также известная как GDA, до февраля 2020 года, а ранее как i2 Technologies, вошедшая в GDA, обладает компетенциями SCP, планирования цепочек поставок, включенных в набор решений Illuminate Planning. Портфель решений Illuminate Planning от Blue Yonder сочетает в себе возможности искусственного интеллекта и машинного обучения с платформой для аналитики, помогающей конечным пользователям прогнозировать и предотвращать сбои в работе своего бизнеса. Он поддерживает все аспекты SCP, от планирования спроса до графикования производства, и включает процесс S&OP и дизайн цепей поставок. Blue Yonder всегда был сильным конкурентом в области технологии SCP, и у него довольно-таки много пользователей на высоких стадиях зрелости планирования цепочек поставок. В число клиентов Blue Yonder входят такие компании, как DHL, 3M, Bayer, Bridgestone, Coca-Cola, Continental, Philips, Philip Morris, Tata Steel, Unilever и многие другие. По данным Gartner, у Blue Yonder сильные области планирования спроса, планирования поставок и сквозное планирование для нескольких предприятий в целом. При этом высокие оценки сквозного планирования для нескольких предприятий частично объясняются инвестициями Blue Yonder в расширенную аналитику, искусственный интеллект и переход к модели развертывания в общедоступном облаке, а также модернизацией архитектуры с использованием Microsoft Azure, а частично просто историческими преимуществами в этих областях. Blue Yonder также создала экосистему разработчиков приложений, чтобы помочь конечным пользователям формировать собственные модели и аналитику. Оценка Blue Yonder в цифровом планировании высока, хотя все еще не догоняет результата компании Logility. И здесь стоит уточнить, что же такое цифровое планирование. По словам Gartner, вариант использования цифрового планирования представляет собой некоторую цифровизацию планирования цепочки поставок, когда компании будут применять более продвинутую аналитику и автоматизацию для принятия решений по планированию. Компания, использующая решение SCP таким образом, может находиться на стадии зрелости SCP 3, 4 или 5 уровня,
Однако гораздо более вероятно, что они будут находиться либо на третьей стадии, либо на четвертой, поскольку очень немногие компании находятся на пятой стадии зрелости. Blue Yonder также подтвердила свою способность поддерживать усилия конечных пользователей по выполнению процесса сквозного планирования цепочек поставок. По данным Gartner, Blue Yonder получил исключительно высокие оценки за поддержку функции планирования поставок APS (Advanced Planning and Scheduling), расширенное оптимизационное планирование и графикование, а также масштабируемость или тиражируемость. Но в то же время Blue Yonder анонсирует новые версии своего продукта реже, чем другие вендоры. Ну и, наконец, он получил от Gartner более низкие оценки за услуги по внедрению своих систем. E2Open – это B2B-поставщик облачного программного обеспечения on demand или по требованию для различных отраслей цепочек поставок. Платформа совместного планирования компании основана на искусственном интеллекте и данных в режиме реального времени, собираемых от клиентов, поставщиков, каналов сбыта, контрактных производителей и логистических партнеров. При этом она накапливает эти данные в одном месте. И продукты бизнес-планирования E2Open ориентированы на интегрированное планирование всей цепочки поставок с поддержкой планирования спроса и поставок. E2Open в основном работает с крупными предприятиями непрерывного или процессного производства и дискретными отраслями и предлагает решения по планированию спроса, S&OP, планированию дистрибуции, многоступенчатой оптимизации запасов и распределения. Клиенты E2Open – это такие компании, как 3M, Acer, Air France, Canon, Cisco, Motorola, Toshiba, Vodafone и другие. Следует сказать, что E2Open предлагает свое SCP-решение исключительно на собственной облачной платформе. И в результате он может поддержать широкий спектр требований к планированию, начиная от процесса S&OP, планирования и управления спросом, до детального планирования на стороне поставок. И что интересно, E2Open является исключением по сравнению с другими поставщиками, оцененными в отчете Gartner, потому как пришел E2Open в планирование цепочек поставок из мира visibility, прозрачности, видимости цепочки поставок. С его более ранними приобретениями в области планирования он более надежен на уровне краткосрочного планирования, но в последнее время также улучшается на уровнях тактического и долгосрочного планирования. По данным Gartner, E2Open находится в нижней половине поставщиков, оцениваемых в их магическом квадранте по всем 5 вариантам использования, таким как планирование спроса и поставок, сквозное планирование предприятия, сквозное планирование нескольких предприятий и цифровое, то есть digital планирование. И тем не менее, E2Open лучше всего показал себя в планировании поставок из-за своих сильных сторон, особенно в функциях краткосрочного и среднесрочного планирования поставок. Следующий лучший показатель – это цифровое планирование. Это область, которую E2Open активно использует в своем видении и разработке продуктов. И это особенно актуально в области цифровых двойников, цепочки поставок. Но все равно еще есть над чем поработать, особенно в отношении взаимодействия с пользователем, управления процессами и ряде доступных аналитических средств. Следующая компания KineAxis предлагает решение под названием Rapid Response, которое предоставляет возможности планирования глобальным организациям в области дискретного производства, медико-биологических наук, потребительских товаров и непрерывного производства. У KineAxis есть пользователи по всему миру, но больше всего она представлена в Северной Америке, Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это такие компании, как Unilever, Schneider Electric, Merck, Technicolor, Ford, Honeywell, Alstom, Honda и другие. Эти приложения используют единую модель данных, пользовательский интерфейс и базу алгоритмов, что позволяет пользователям соединить воедино цепочку поставок. Платформа Rapid Response, развернутая в облаке, имеет возможности планирования, начиная от процесса S&OP и заканчивая ежедневным производственным планированием и графикованием производства, субъежедневно, то есть чаще раза в день.
Kinaxis получил лучший результат от Гартнера в блоке использования планирования поставок с высокими оценками планирования поставок, пользовательского опыта и управления процессами. Kinaxis также входит в четверку лучших вендоров в области планирования поставок, сквозного планирования предприятия, сквозного планирования нескольких предприятий и цифрового планирования. Кроме того, он имеет исключительно высокие баллы в возможностях сценарного планирования. Что касается использования планирования спроса, Kinaxis получил средний балл от Гартнера, что отражает его солидные возможности планирования спроса, которые уступают только вендорам с наивысшими баллами почти по всем аспектам этого варианта использования. У Kinaxis довольно хорошее видение пользовательского опыта и высокие оценки Гартнера в своем видении данных детализации решений, а также солидные оценки за согласованность решений и силу своей концепции цифрового двойника цепочки поставок. И хотя Гартнер оценил Kinaxis ниже среднего за услуги по внедрению софта из-за своей исторической внутренней способности поддерживать и развертывать решения, в 2020 году Kinaxis удвоила размер своих услуг, чтобы смягчить эти ограничения с приобретением Prana Consulting и значительным набором персонала. Цифровая платформа Logility в основном предназначена для средних и крупных предприятий в Северной Америке и Европе, а также в производственном и розничных секторах Азиатско-Тихоокеанского региона. Эти сегменты включают потребительские товары, медико-биологические науки, непрерывное производство, электронику и высокие технологии и многое другое. Клиентами Logility являются Citizen, Kraft Heinz, Big Lots, Husqvarna Group, Parker Hannifin, Sonoco Products и Red Wing Shoe Company. Помимо планирования поставок, оптимизации производства, контроля качества, управления поставщиками и управления поставками, Logility за последние пару лет вложила немало средств в свои возможности для машинного обучения и расширенной аналитики. По данным Гартнер, Logility модернизировала свои потенциалы SCP, планирования цепочек поставок, и перенесла их из устаревшего локального программного обеспечения в интегрированное облачное решение для планирования. В результате его цифровая платформа Logility может охватывать широкий спектр требований SCP от S&OP до графикования производства. Как правило, Logility была опорой для компаний с более низкими уровнями зрелости планирования цепочек поставок, благодаря ее устойчивому и консервативному подходу. В любом случае, за последние несколько лет компания значительно продвинулась благодаря усилиям по оцифровке своей платформы с улучшениями масштабируемости, аналитики и базовой модели цепочки поставок. Это привело к тому, что компания Logility получила высокие оценки Гартнер по всем 15 критическим характеристикам. Более того, Logility находится в верхней половине списка вендоров, оцениваемых в отчете Гартнер по всем 5 вариантам использования. И примечательно, что Logility достигает лучших результатов в сквозном планировании для нескольких предприятий и цифровом планировании. Цифровая платформа Logility в основном ориентирована на обеспечение сквозного планирования предприятия или нескольких предприятий. И кроме того, компания Logility получила от Гартнер оценку выше среднего за свое видение спектра аналитических методов, которые она будет развертывать, эволюцию своего цифрового двойника цепочки поставок, латентность, то есть скрытое присутствие данных в платформе планирования и согласование решений по планированию. Но, тем не менее, стоит учесть, что средний бюджет проектов Logility обычно выше среднего по сравнению с другими поставщиками в этом магическом квадранте. Два года назад компания OMP переименовала свое SCP-решение в Unison Planning, а название компании в OMP вместо OM Partners. Надо сказать, что OMP имеет блестящий опыт работы с мировыми компаниями в области потребительских товаров, медико-биологических наук, металлов, бумаги, пленки и упаковки.
Ее решение Unison Planning охватывает множество проблем по планированию цепочки поставок, включая моделирование и проектирование сети цепочек поставок, детальное графикование, управление спросом и управление данными, S&OP процесс и многое другое. OMP также предлагает различные услуги поддержки клиентов в отношении внедрения систем, взаимодействия с пользователями, обучения работе с программным обеспечением и консультирования. Операции OMP в основном сосредоточены в Европе и Северной Америке, но также имеют глобальное присутствие. У OMP много клиентов в области непрерывного производства, хотя, кстати, раньше она специализировалась поначалу только в графиковании. В число клиентов OMP входят такие компании, как ArcelorMittal, Tata Steel, voestalpine, OMK, Tenaris, AstraZeneca, Procter & Gamble, L'Oreal, Danone, Axenobis, Dow Chemical Company, Total и многие другие. OMP получил отличные оценки по всем 15 критическим характеристикам и вошел в пятерку лучших вендоров Gartner в 4 вариантах использования. Он демонстрирует сильные компетенции в области масштабируемости, используя преимущества облака Microsoft Azure, и расширенного планирования и аналитики, функциональных возможностей планирования спроса и поставок, широкого выбора категорий ресурсов и управления процессами. Кроме того, он имеет мощное стандартное интеграционное решение для SAP ERP. Однако на его оценку Gartner в цифровом планировании отрицательно влияет отсутствие стандартной интеграции с ERP-системами, отличными от SAP, и отсутствие возможности автоматически предоставлять информацию о коренных причинах. У OMP оценка выше среднего почти по всем элементам критерия Gartner продукт или услуга, что демонстрирует сильные возможности планирования спроса и поставок, расширенных возможностей планирования, масштабируемости, управления процессами и расширенную аналитику. OMP также имеет рейтинг выше среднего по критерию бизнес-модели Gartner, поскольку он постоянно уделяет большое внимание планированию цепочки поставок, поддерживаемому расходами выше среднего на исследования и разработки для расширения своего решения. Gartner говорит, что хотя OMP поддерживает все вертикальные отрасли, его основное внимание по-прежнему сосредоточено на процессном производстве, где у него есть самое сильное ценностное предложение. И в целом возможности OMP в своем SCP-решении являются одними из самых широких на рынке технологий планирования цепочек поставок, включая дизайн цепи поставок, S&OP, вплоть до детального графикования производства. Компания OMP, выросшая в сфере детального графикования, стала одним из первых поставщиков, внедривших унифицированное решение для планирования на всех уровнях планирования. Вопрос в использовании специализированных решений для планирования лежит в области готовности необратимой передачи человеческих решений не человеку. И лично я советую выбирать максимально лучший софт, а использовать в нем минимум. Просто потому, что все, что сегодня кажется середнячком, завтра уже будет аутсайдером. Берите только лидеров и визионеров из квадрата Гартнера, но пользуйтесь соразмерно вашим желанием. Кстати, о визионерах. Хотя в этом видео я рассказала вам только о лидерах, компания O9 Solutions, например, тоже заслуживает внимания. Ее соучредитель и председатель Санджив Сидху ранее основал i2 Technologies, позже продан GDA, теперь это уже Blue Yonder. То есть еще в 1998 году основатели американской компании i2 Санджив Сидху и Кен Шарма обнаружили очередную незанятую нишу на рынке информационных систем. И с тех пор многие поставщики предлагают самые различные решения, которые позиционируются как предназначенные для управления цепочками поставок. Ну а теперь вы можете подписаться, поставить лайк, написать комментарий и посмотреть мое видео про мифы о специализированных IT-системах для планирования и про 7 шагов для обеспечения успешности проекта. Спасибо, что досмотрели до конца, и до встречи!